Россия обстреляла Кривой Рог. Путин встретился с президентом Ирана. А продажи антидепрессантов бьют рекорды. Сегодня пятница, 17 января. Поставьте лайк и подпишитесь. Мы расскажем о главных событиях. Минобороны России сегодня сообщила, что российские войска заняли более 800 квадратных километров в Курской области. Это почти 63% от первоначально захваченной ВСУ территории. За первые 2 недели января российской армией здесь были взяты 4 населенных пункта. С момента вторжения ВСУ в Курскую область не менее 36 жителей Суджанского района погибли в результате обстрелов. Ранения получили 100 человек. Об этом в интервью Deutsche Welle сегодня сообщил представитель военной комендатуры района Алексей Дмитрашковский. Тем временем ВСУ атаковали Белгородскую область 6 ракетами «Атакамс». Об этом сообщает российская Минобороны. По данным ведомства, все ракеты были сбиты, жертв и разрушений нет. В Украине из-за российского удара по Кривому Рогу погибли 3 женщины и 1 мужчина. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Еще 3 человека находятся в тяжелом состоянии. В результате удара повреждены 2 пятиэтажки. В одной из них начался пожар. Разрушено здание учебного заведения. Большинство российских чиновников, которые заявили, что готовы поехать на фронт, в итоге никуда не поехали и остались дома. Журналисты издания «Новая газета Европы» проанализировали данные о десятках госслужащих в разное время, обещавших отправиться воевать в Украину. Выяснилось, что, например, замгубернатор Белгородской области Виктор Лоренц не уехал даже за пределы своего региона, а депутата ростовского заксобрания Максима Гелоса вернули домой через 3 месяца, как многодетного отца. А самый высокопоставленный уклонист – это генерал-полковник, сенатор Виктор Бондарев. По подсчетам журналистов, из 108 чиновников, заявивших о готовности уехать на войну, до фронта добрались только 70. Еще 20 человек передумали. Оставшиеся 18 не смогли поехать по уважительной причине – из-за уголовного дела. В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Ирана Максудом Пезешкианом. Как пишет Bloomberg, на фоне возвращения Трампа в Белый дом и падения режима Асада в Сирии, Ирану необходимо укрепить стратегические связи с другими союзниками. Именно этим объясняется визит Пезешкиана в Москву, предполагает агентство. Добавим, что это первая поездка в Россию после вступления в должность. Предшественник Пезешкиана на посту президента Ибрахим Раиси погиб в 2024 году при крушении вертолета. Журналист и расследователь Христо Грозев заявил, что его пытались убить по личному приказу Владимира Путина. Расследователь рассказал об этом в интервью на канале Катрикадзе и Дзетко. По его словам, в Великобритании сейчас идет суд над несколькими гражданами Болгарии, которых наняли российские спецслужбы. Христо Грозев даже называет конкретную дату, когда был отдан приказ – 14 декабря 2022 года, то есть сразу после выхода расследования об отравлении Алексея Навального. Лифт рухнул в центре Дикуля в Москве. Пострадали 2 человека. Как сообщает телеграм-канал ШОТ, это произошло в клинике на улице Миклуха-Маклая. Лифт, в котором находились 2 пассажиров, следовал с 1-го этажа на Цокольный, но внезапно сорвался. Охранник помог выбраться женщине. 74-летняя пенсионерка получила перелом лодыжки, а сам охранник ушибы. Суд обязал мошенников вернуть Ларисе Долиной 69 миллионов рублей. В августе минувшего года народную артистку России обманом заставили продать квартиру и перечислить деньги на счет злоумышленников. В итоге певица осталась и без денег, и без квартиры. В тот же день, напомню, также были взломаны ее социальные сети, где появились посты в поддержку ВСУ. И что-то подсказывает, что искать этих мошенников судебные приставы будут очень долго. В 2024 году продажи антидепрессантов в России достигли рекордных значений. Об этом сегодня пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. Продажи в упаковках выросли почти на 17% год к году. Издание напоминает, что спрос на антидепрессанты стремительно вырос в 2022 году на фоне роста тревожности после начала войны в Украине. Из-за высокого спроса с полок аптек периодически исчезают те или иные лекарства этой категории, так как, сообщал «Коммерсант», в начале этого года в аптеках пропал препарат Золофт. И это все новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк и подписаться в Ютубе и в Телеграме, чтобы не пропускать наши выпуски и оставаться с нами на связи, что бы ни случилось. Увидимся. Пока.